Всем привет! Радиолюбительская система АПРС – сложная развитая система, у нее много различных возможностей, особенностей. Я продолжаю рассказывать вам об этой системе и в этот раз расскажу об использовании приложения для смартфона для работы с системой АПРС. Для того, чтобы отправить АПРС-пакет по эфиру на какой-то АПРС-шлюз или на радиостанцию, работающую в режиме АПРС, кроме, собственно, самой радиостанции, нам нужен еще модем и контроллер. Модем формирует низкочастотный сигнал, который подается на вход модуляционной радиостанции и демодулирует обратно, соответственно, низкочастотный сигнал с выхода приемника. А контроллер, он обрабатывает уже цифровой сигнал с модема, выделяет из этого цифрового сигнала пакеты, проверяет в них контрольную сумму, выделяет заголовок, пользовательские данные и так далее. И, соответственно, наоборот, формирует эти пакеты и вообще обеспечивает всю логику работы с этими пакетами. Что с этими принятыми пакетами дальше делать, как их обработать, куда их передать, как на них реагировать, ну и так далее. И вот эти все действия, которые выполняет модем и контроллер, может выполнять одна единственная программа. И такая программа существует в том числе для смартфона. Эта программа выполняет функции модема, так как у смартфона есть низкочастотный вход и выход для подключения внешней гарнитуры. И этот вход и выход можно использовать для подключения радиостанции. В смартфоне есть GPS, можно использовать его для получения координат и, соответственно, передавать по АПРС какой-то маяк с вашими координатами. Можно в смартфоне удобно набрать какое-то текстовое сообщение, его отправить тоже по АПРС. В общем, удобная система. И еще в смартфоне, естественно, может быть интернет, и тогда ваше АПРС-приложение может работать с АПРС-сетью вообще без радиостанции, а используя IP-соединение. В общем, много возможностей. Есть такое приложение АПРС Droid. Его можно установить из Google Play. Оно там стоит каких-то денег, рублей 300 что ли, или около того. Неважно, в общем, стоит копейки. Но можно даже его оттуда и не скачивать, не устанавливать из Google Play, а скачать его с сайта разработчиков совершенно бесплатно. Эти разработчики дают возможность получить это приложение, вообще не заплатив за него. В том числе отдают его и в исходных кодах, и в виде готового файла установочного для платформы Android. Ссылка на сайт, с которого можно скачать это приложение АПРС Droid, есть в описании к видео. И вот это приложение позволяет использовать много возможностей сети АПРС как по эфиру, так и по интернету. В настройках этого приложения выбирается вариант взаимодействия этого приложения с сетью АПРС либо по эфиру, либо по интернету. В случае, если мы выбираем связь по интернету, то нам вообще никакая радиостанция не требуется, а нужен просто смартфон с установленным приложением. В каких-то случаях можно и этим воспользоваться. Удобно, интересно. Можно точно так же передавать с этого смартфона сообщения с вашими координатами. АПРС-маяк, который будет уходить просто тупо по интернету, без всяких радиостанций, в сеть АПРС, в интернет-часть сети АПРС. Можно также отправлять туда текстовые какие-то сообщения, персонально кому-то, какому-то из участников сети АПРС. Но можно использовать и, так скажем, более по-радиолюбительски это приложение. Подключить к смартфону радиостанцию с помощью специального кабеля, который будет включаться к смартфону вместо гарнитуры. В этом случае приложение будет само формировать низкочастотный сигнал, то есть будет выступать в роли модема, и само точно так же будет декодировать такой же низкочастотный сигнал с выхода радиостанции. Кабель такой, наверное, можно купить где-то готовый, но я изготовил самодельный. С одной стороны, он имеет разъем 3,5 мм четырехконтактный для подключения к смартфону, с другой стороны, имеет два разъема 2,5-3,5 мм для подключения к китайским радиостанциям с кенвудовской распайкой. Я для эксперимента использовал радиостанцию Retevis, о которой вам недавно рассказывал. В принципе, этот кабель очень простой по своей конструкции, по схеме. Содержит разделительные емкости и делители сигнала из двух низкоомных резисторов. Низкоомный выбрал для того, чтобы хоть как-то еще и нагрузить этими резисторами усилитель низкой частоты, который рассчитан на подключение 4 или 8-омного динамика. Значение элементов, в общем-то, не критичны в схеме этого кабеля. Можно сделать делитель с большим коэффициентом ослабления и просто увеличить громкость на регуляторе громкости радиостанции. Будет все точно так же работать. Да и вообще диапазон значений, уровней сигналов, с которыми работает модем в этом приложении, он очень большой. Поэтому, в принципе, все не так критично, не так точно. Ну, примерно вот можно по такой схеме собрать кабель. Можно подключать подобным образом смартфоны к другим типам радиостанций, имеющим другой разъем для подключения гарнитуры, в том числе и к автомобильным. Все это не принципиально, все это не важно. Я вам рассказываю просто об одном из вариантов, который я сделал для своих экспериментов. Для того, чтобы радиостанция переключалась на передачу,
В смартфоне ведь у нас нет какого-то порта, компорта или еще какого-то, где бы мы могли получить сигнал переключения радиостанции на передачу. Да и, собственно, в приложении в самом APRS Droid тоже нет такой функции. Оно просто выдает низкочастотный сигнал на выход, и все. Поэтому нужно включить в радиостанции VOX, если он там есть. А если его нет, то, соответственно, кабель вот такой вот придется дополнить еще схемой, внешней схемой VOX. Ну вот в той радиостанции, которую я использую для своего эксперимента, есть встроенный VOX, и его достаточно включить. И дефолтное положение чувствительности этого VOX, среднее значение с уровнем 5, вполне нормально подходит для работы этой программы. Для передачи APRS пакетов, как я вам уже рассказывал, используется протокол AX25. В этом протоколе есть такой параметр во всех модемах или контроллерах, вернее. Есть такой параметр TX Delay, то есть это задержка включения передатчика. После того, как поступила команда на включение в радиостанции передачи, сразу мгновенно передавать пакет контроллер X25 не может, потому что передатчик может переключаться какое-то время на передачу. Потом приемная сторона, соответственно, тоже будет не мгновенно реагировать, пока в приемнике откроют шумоподавитель и так далее. Поэтому есть параметр TX Delay. И вот в случае использования VOX этот параметр еще больше нам помогает. VOX срабатывает тем более не мгновенно, и приходится этот параметр TX Delay немножко увеличить. Этот параметр есть и в приложении APRS Droid. Я в своем случае поставил значение около 300 миллисекунд, что ли, и этого вполне достаточно, прекрасно все работает. Приложение APRS Droid может находиться в двух состояниях, как бы скажем, в дежурном режиме и в режиме трекинга. В дежурном режиме оно не принимает никакие сообщения из сети APRS, неважно по интернету или по эфиру, и не передает никакие сообщения, но может одноразово по вашей команде передать маяк с вашими координатами, ну и со всем остальным текстом, который вы настроили для передачи в маяке. Для этого есть отдельная кнопка, и нажимаем ее, передается одно сообщение с координатами, больше это приложение ничего не делает, опять переходит в дежурный режим, в котором оно ничего не принимает, не передает. Либо мы можем нажать кнопку «Начать трекинг», тогда в этом режиме приложение будет постоянно уже слушать, соответственно, эфир, если оно настроено для работы с радиостанцией с эфиром, или соединиться к серверу и будет получать сообщения от APRS сервера. И точно так же оно будет периодически, в зависимости от настроек приложения, передавать маяк или в эфир, или в интернет. То есть в режиме, когда у нас трекинг не включен, то не только наш маяк не передается, но и само это приложение не получает сигналы из сети APRS. Для настройки уровня входного низкочастотного сигнала, который подается с радиостанции на микрофонный вход смартфона, есть индикатор уровня в верхней части программы, горизонтальный столбик, горизонтальный индикатор, который показывает нам уровень. Удобно можно регулировать в радиостанции резистором переменным громкость, уровень и, соответственно, смотреть на этот индикатор. Лучше бы, конечно, чтобы этого индикатора не было и регулятора громкости в станции не было, потому что в случае, если использовать вот такую носимую радиостанцию с аналоговым резистором, то, естественно, положив куда-то эту радиостанцию с подключенным к ней смартфоном в сумку, в рюкзак и перемещаясь где-то для того, чтобы периодически маяк передавался с вашими координатами, очень нетрудно задеть этот регулятор громкости какими-то вещами в сумке или в кармане. Конечно, на передачу маяка это не повлияет, так как регулятор громкости влияет только лишь на прием этой радиостанции, на то, как ваш APRS Droid приложение будет принимать пакет. На то, как оно передает маяк, это не влияет, но все равно возможность сбить настройку громкости очень велика. К сожалению, блокировка клавиатуры на регулировку громкости в таких радиостанциях с аналоговым регулятором не влияет. Если с помощью этого приложения передавать APRS маяк с координатами, то на сайте aprs.fi вот таким вот образом видно расположение этой станции. Я выбрал для своей APRS станции в Android устройстве позывной RAD3TLB-7. 7 это пешие станции, соответственно, видно вот значок пешехода и как этот пешеход перемещался за последние минуты. В системе APRS есть передача личных персональных сообщений, и как раз приложение для смартфона очень удобно использовать для этих целей, потому что набирать, например, сообщения на радиостанции крайне неудобно. В большинстве автомобильных радиостанций, предусмотренных для работы в APRS, есть возможность один раз набрать несколько сообщений, заранее подготовленных. Например, «Я в пути» или «Я приехал», «Я прибыл», ну что-то такое написать, и можно будет их, конечно, передавать уже не набирая, а выбрав просто из списка. Но если нужно набрать что-то новое, то это очень долго и неудобно делать на автомобильной радиостанции.
На смартфоне, конечно же, это делать гораздо удобнее. И, например, можно вот так вот обмениваться сообщениями с другой радиостанцией. Напомню еще раз, что АПРС – система реального времени, и если ваш получатель сообщения не находится на связи в момент отправки, то он сообщение не получит, и оно потеряется, и его получить уже нельзя будет никогда. Так как нигде, ни на каком сервере АПРС сообщений не хранятся и не ждут появления в сети их получателя. Во время работы приложение АПРС Droid отображает журнал, в котором видно позывные всех станций, сигнал которых был принят за время работы. Конечно, существует приложение для работы с АПРС не только для Android, но и для обычных PC. Но этот мой рассказ именно о приложении АПРС Droid, о связке смартфона с радиостанцией. И на этом он закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире с помощью различных интересных систем связи, аналоговых и цифровых. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.